Всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале любителей готовить дома. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления фокаччи. Это итальянский хлебушек, который можно наполнять различными начинками. И что нам для этого нужно, сейчас все расскажу и покажу. Сначала мы будем готовить тесто. Я уже взяла 225 миллилитров теплой воды, растворила дрожжи живые, можно брать сухие. Количество я напишу в описании под видео. Здесь у меня 300 грамм муки, столовая ложка сахара, чайная ложка соли и где-то около 20 миллилитров растительного масла. Что мы делаем? Как мы делаем? Сейчас все расскажу и покажу. В удобную большую миску я перелью водичку и дрожжи. Они хорошо уже здесь растворились. Сюда же отправлю сахар, столовую ложку, соль, высыпаю муку, я ее просею. Вот так, чтобы еще пышнее была фокачча. И выливаю сюда масло. И все перемешиваю хорошо. Перемешиваю. Вот такое тесто должно получиться. Долго его вымешивать не нужно. И сейчас я его накрою пленкой и поставлю в теплое место на час. Все, накрываю тесто пленочкой и отправлю в теплое место. Пока тесто подходит, я займусь начинкой. У меня есть кусочек мяса вот такого, я его нарежу тонко-тонко. Сыр моцарелла я порежу кубиками, или кубиками, или длинными полосками, покажу вам. И порежу помидорчики черри пополам. Ну вот, начинка моя готова. Теперь осталось дождаться, когда подойдет тесто. Тесто хорошо подошло, оно увеличилось в 2 раза. Сейчас я смажу руки немножечко маслом растительным и выложу его на противень, которым буду выпекать. Немножечко распределю его. Я не буду выпекать толстую фокаччу. У меня будет тонкое основание. Вот так выпекаю. Вернее, буду выпекать на тефлоновом коврике. Где-то примерно вот такой размер. Все. А сейчас я накрою полотенцем и еще оставлю на полчаса. Прошло почти полчаса. Я убираю полотенце. На данном этапе уже можно включать духовой шкаф на 200 градусов вверх-вниз. Сейчас немножечко полью наше тесто оливковым маслом, буквально вот так чуть-чуть, столовую ложечку. И вот так вот пальчиками сделаю вот такие углубления. Вот так. Естественно, когда вы хотите, чтобы ваша фокачча была потолще, нужно тесто в меньшую форму или в 2 раза больше его. Но я хочу, чтобы у меня основание было тоненькое. Теперь я посыплю мятой. Очень хорошо сюда подойдет орегано, розмарин. Но я буду добавлять свежий базилик. Также я добавлю сюда острого перчика красного. Вот так. Хорошо добавлять оливки. В общем, все, начинка может быть любая на ваш вкус. И немножечко паприки копченой. А теперь буду добавлять ветчину, помидорчики, сыр. Я ее тонко нарезала, очень достаточно. Хорошо прошуто, конечно. Прошуто нету, что есть, то есть. Вот так. Добавляем помидорки
с базиликом. Это очень хорошее сочетание. Ну и количество начинки тоже же, конечно, по вашему вкусу. И добавляю сыр. Вот так. Раскладываю его в разные места. Ну вот такая фокачча у меня получилась. Сейчас еще она минут 10 постоит, пока полностью разогреется духовка. И отправлю ее выпекаться на минут 25. Фокачча готова. Я ее достала уже из духовки. Около 30 минут она готовилась. Сейчас дам немножко ей остыть и буду пробовать. Ну вот фокачча немножечко остыла. Сейчас вам покажу, какой замечательный хлебушек получился. Видите? Но я делала тоненькую основу. Если вы хотите, вы можете делать толще. Воздушная, мягкая, очень вкусная. Сейчас попробую еще. Вкусно. Заглядывайте, пожалуйста, друзья, на мой канал. Я буду радовать вас новыми рецептами. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь этим видео. Всего хорошего вам!